Так, ну что, привет. Да, переходим к теории по выпечке. Итак, я сейчас то, что буду рассказывать, это мое авторское понимание того, как вообще строится выпечка, как нам разделить все это многообразие на какие-то небольшие кусочки, при которых вы спокойно сможете дальше самостоятельно ориентироваться и творить. Все-таки я считаю, что все-таки кондитер это не только человек, который тупо печет, что-то делает, взвешивает ингредиенты, там, не знаю, миксер включает, выключает. Это тот человек, который творец, который может сочетать несочетаемое, творить нетворимое и так далее, и так далее. Чтобы почувствовать себя творцом, я предлагаю, немножко все упорядочить. Итак, сначала я хочу, чтобы мы упорядочили все бисквиты. Итак, пишем бисквиты. Видно? Видно, отлично. Итак, упорядочиваем бисквиты. Что это значит? Я делю все бисквиты вообще на 3 большие кучи. Итак, первая куча – простые бисквиты. Простые. Вторая – масляные. Масляные. И третья куча – это у нас с вами шифоновые. Шифоновые. Итак, что такое простые бисквиты? Дайте я стульчик себе поставлю. Итак, что такое простые бисквиты? Простые бисквиты, где у нас с вами в составе мука, сахар, яйца. Берешь яйца, взбиваешь с сахаром, там плюс-минус. То есть схема там очень простая, очень легко готовится. Берешь муку с сахаром, яйца с сахаром взбиваешь. На всякий случай скажу, я это еще буду говорить, что у нас с вами яйца взбиваются хорошо, только теплые, вот, комнатной температуры, вернее, да, холодные яйца, по правде, плохо взбиваются. Несмотря на то, что вы сейчас, наверное, думаете по-другому, поверьте мне, поверьте. Вот, соответственно, взбиваем так сильно, как вы себе представить не могли. Немножко рецепты отличаются чем? Разделяем белки, желтки, не разделяем белки, желтки. Вот там вот в этом бывает разница. По сути, вот в этих конкретных бисквитах все равно, разделяете вы, не разделяете, плюс-минус там, как сказать, результат одинаковый. По-честному, из муки, сахара и яиц что-то невероятно вкусное довольно сложно приготовить. Вот. Как бы там ни было, почти все эти бисквиты – это, так скажем, массовка. Некрасивый муж при красивой жене. То есть к ним нужна какая-то красивая жена, что-то такое красивое, ягодное, замечательное, какой-нибудь там мусс, суфле, ну что-нибудь такое невероятное, что поразит вас, какая-то начинка, какие-нибудь там ягоды, какое-нибудь там еще что-то такое. Но не сам бисквит. Сам бисквит массовка. Понятно? Да. Дальше масляные бисквиты. Это те бисквиты, в которых огромное содержание сливочного масла. Именно сливочного масла. И для того, чтобы сливочное масло хорошо размешивалось и хорошо готовилось, мы готовим все их тоже комнатной температуры, масло комнатной температуры, яйца комнатной температуры. Самое главное, в этих бисквитах часто бывают молочные продукты, молоко, сметана, еще что-то такое. Оно тоже должно быть комнатной температуры. Это очень важно. Иначе у вас не будет полного перемешивания. А когда масло замерзает, вы знаете, да, что происходит, когда масло замерзает? Вы его размешали, налили там, не знаю, сметанку холодную, масло стало холодно. И что в этот момент происходит? Масло маленькими кусочками уже разошлось, замерзло. И вот оно у вас такое плавает там маленькими кусочками. А вам кажется, что расслоилось. Это ничего не расслоилось, по правде. Это у вас масло замерзло. Влили что-то холодное. Яйца то же самое. Яйца там тоже должны быть комнатной температуры. Вот. Приготовление там достаточно простое. Берешь масло с сахаром, перетираешь, добавляешь яйца, перетираешь. И вот тут надо хорошо поперетирать. Вот с яйцами уже прям, хорошо. Все остальное надо просто будет добавить. Обычно смешивают сухие ингредиенты, чтобы они уже разошлись. Еще остаток какой-то смешивают, какие-то мокрые обычно бывают. Быстренько это все бухают в миксер, перемешивают и в духовку. Вот. Здесь есть у нас особенность с вами с разрыхлителем работа. Давайте я сразу расскажу, чтобы вас на будущее, это пойдете вы дальше, не пойдете вы дальше, это вот прям важная информация. Итак, у разрыхлителя 3 составляющих. Первая сода. Второе – кислота. И третье – это замедлитель кукурузный крахмал чаще всего. Они подобраны в абсолютно правильных, точных пропорциях. Вот. И это и плюс, и минус одновременно. Плюс, потому что они полностью реагируют в ноль, полностью выпускают. Что делает разрыхлитель? Пузырьки он выпускает, которые разрыхляют наше тесто. Вот, да? И минус у него в том, что он начинает работать свою реакцию, как только намокает. Как только он становится мокрый, он
он начинает сразу реакцию, начинает выпускать пузырьки. Поэтому, если у вас здесь много сливочного масла, скорее всего, у вас в рецепте, а рецептов, вы понимаете, может быть миллион. Вот, скорее всего, у вас в рецепте много разрыхлителя. Вот, у нас в курсе много рецептов вот именно из этой серии, потому что это одни из самых вкусных бисквитов, раз, и они самые послушные, потому что в холодильничке они замерзают, из них удобно фигуры вырезать, что-то строить сложно, а при комнатной температуре оттаивают и тают на языке. Это прям реально очень вкусно. Короче, в таких рецептах, скорее всего, много разрыхлителя, и поэтому очень большое внимание. Как только вы намочили разрыхлитель, все, с этого момента вы прямо бегом торопитесь. Понимаете меня? Потому что в противном случае, если вы замедлитесь на этой части, например, в конце, решили перемешать хорошенько, что-то как-то показалось недоперемешано, что-то как-то недоперемешано. Так вот, вы должны перемешивать в конце минуту, не больше, минуту. Вот минуту поперемешивали, быстро в духовку и уже печем. Потому что разрыхлитель должен выпускать пузырьки и разрыхлять наше тесто где? В духовке. Вот. Дальше, шифоновые. По сути, тоже масляные бисквиты, только масло там у нас с вами растительное. Да? Давайте напишу сливочное, растительное масло. Вот, да. И так как растительное как бы нечего перетирать-то там, нечего там перетирать вообще, то он готовится по принципу простых бисквитов. Взяли яйца, взбили как следует, прям вау, повзбивали. Вот. Дальше все остальные ингредиенты как-то поперемешивали, кинули сюда и в духовку. Но так как большое количество масла у нас с вами, то, скорее всего, тоже просто яиц не хватит для того, чтобы разрыхлить это тесто, и добавляют сюда разрыхлитель, и бывает даже соду добавляют. Вот. Соду, кстати, не очень рекомендую, но потом расскажу. Вот. Короче, и поэтому все те правила, которые мы тут про разрыхлитель только что прослушали, тоже сюда относятся. То есть как только у вас... то есть разрыхлитель чаще всего в сухих ингредиентах перемешивается, и как только у вас сухие ингредиенты добавились к мокрым и намокли, все, с этого момента мы торопимся, минута у нас, прям реально до 60 считаем, ну хорошо, 2 минуты, до 100 досчитали и в духовку, это прям крайний срок, это важный момент. Помимо этого существует еще много других разновидностей, то есть бисквиты по правде бывают, например, смешанные сливочное и растительное масло, чаще всего их называют бархат. Чаще всего называют бархат, не всегда. Вот. Бывает у нас, например, на основе какого-то бисквита часть сухих и часть мокрых ингредиентов заменена овощем. Морковные бисквиты, например, такие. Потом я встречала свекольные такие бисквиты. Потом я встречала такие бисквиты на основе кабачка, на основе арбуза. Тыквенные вы наверняка знаете. Вот. Это или этот взят за основу. Понятно? Взят за основу, и дальше, соответственно, посчитаны ингредиенты, и оно все получается. Итак, по сути, это все. Представляете? И по сути, все бисквиты готовятся всего лишь 2 методами. Мы с вами яйца с сахаром повзбивали. Все ингредиенты добавляем сюда. Да, хорошо. Здесь важно, что взбить хорошо яйца с сахаром. И помним, что мы 1 раз взбиваем. Все остальное просто добавили и перемешали. Или же, как вот, например, масляные, мы взбиваем масло с сахаром, потом яйцо туда целиком, взбиваем. Оно сложно, оно не похоже на яйцо, оно скорее похоже на масло, потому что мы к маслу все добавляем. Вот, да. И сюда, соответственно, добавляем все остальное. Если... Вот в этих, где нет масла, все равно какой температуры, лучше теплые все-таки взбиваются, то где у нас с вами сливочное масло, принципиально. Все, что идет к нему в гости, в миксер, должно быть комнатной температуры. Это прям важный вопрос. Вот. Пока все о бисквитах.